За годы своей работы ветеринарным врачом доктор Мориц Хайлер повидал немало. Сломанные лапы, редкие опухоли, тяжелые диагнозы и те тихие минуты прощания, после которых кабинет еще долго оставался наполненным гнетущей тишиной. Он давно понимал, что эта профессия требует не только знаний, но и эмоциональной стойкости, способности принимать непростые решения и брать на себя ответственность за чужую жизнь. Однако ничто не подготовило его к событиям, начавшимся в тот день, когда в его клинику на окраине Люцерна привезли Луну, крупную белоснежную кошку на последнем сроке беременности. Внешне она ничем не отличалась от других будущих матерей. Хвост мягко покачивался, движения были осторожными и неторопливыми, и в кабинет она вошла без суеты, будто это был обычный плановый осмотр. Роды начались привычно, так же, как десятки других, которые доктор принимал за годы практики, но примерно в середине процесса произошло нечто неожиданное. Перемена была настолько странной и резкой, что Мориц на мгновение замер, не доверяя собственным ощущениям. С этого момента события начали развиваться по сценарию, который невозможно было предугадать. В кабинет вошла Анна, бережно прижимая Луну к груди. По ее лицу было видно, что тревога и надежда борются друг с другом. Луна готовилась к своему первому помету. Доктор Хайлер мягко улыбнулся и произнес несколько спокойных слов. «Пока все выглядит нормально», — уверенно сказал он. «Причин для волнения я не вижу». Анна кивнула, стараясь справиться с волнением. Луна была для нее не просто кошкой, она стала частью семьи. Светлая шерсть, спокойный нрав и удивительная ласковость сделали ее настоящим центром домашнего уюта. Никто тогда не мог предположить, что эта беременность окажется совсем необычной. Семья Вагнеров относилась к Луне как к полноценному члену семьи, поэтому, когда подошел срок родов, Анна решила не рисковать и привезла ее в клинику, чтобы все проходило под наблюдением специалистов. Опыт доктора ощущался в каждом его движении. Он прекрасно знал, что большинство кошек рожают самостоятельно, но поскольку это был первый помет Луны, клиника казалась более безопасным вариантом. С учетом того, что произошло позже, это решение оказалось гораздо важнее, чем можно было предположить. Осматривая Луну тем утром, доктор дважды пересмотрел снимки. Ее живот заметно увеличился со времени последнего визита, значительно больше, чем он ожидал. Он снова взглянул на изображение, нахмурился и тихо пробормотал: «День будет непростым». Обратившись к Анне, он осторожно сообщил, что у Луны, по всей вероятности, очень многочисленный помет. Ее глаза расширились от неожиданности. Медицинский персонал начал готовить родильную комнату и занимать свои места. Анна ждала этого дня почти 2 месяца. Примерно 63 дня, что соответствует средней продолжительности беременности у кошек. Все это время она готовилась вместе с Луной. Покупала мягкие пледы, устраивала теплый уголок, представляла крошечные лапки и тихое мурчание. Когда настал долгожданный день, в клинике воцарилось напряженное ожидание. Все были готовы. Доктор Хайлер вел процесс спокойно и уверенно, хотя даже ассистенты чувствовали, что их сердца бьются быстрее обычного.
Вспоминая прежние визиты Луны, спокойной, уверенной кошки, он заметил, что сейчас все было иначе. Она была взволнована, издавала глухие тревожные звуки, тяжело дышала, ее зрачки расширились, и привычной безмятежности не было. Доктор сразу понял, что процесс развивается стремительно. «Она рожает», — произнес он, — «и все идет очень быстро». Он кивнул Анне и позвал команду. Независимо от дальнейшего развития событий, Луне требовались их полное внимание и концентрация. Анне было тяжело смотреть, как Луна испытывает боль, но доктор мягко напомнил, что кошки тонко чувствуют человеческие эмоции, и сейчас Луне особенно необходима спокойная поддержка. «Просто дышите», — тихо сказал он. «Она чувствует вас». Анна глубоко вдохнула и осторожно провела ладонью по спине Луны. Прикосновение было ровным и уверенным, и постепенно напряжение у обеих стало спадать. Доктор дал знак, и Луну аккуратно переместили в подготовленную зону. Котята должны были появиться в ближайшее время, и это ощущали все. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь первыми признаками новой жизни. Обычно помет у кошек составляет 4-5 котят, иногда больше. Но в этот раз они появлялись один за другим. Сначала 3, затем 5, потом 7. Анна стояла рядом, с волнением пересчитывая каждого новорожденного, надеясь, что все будут здоровы. Луна держалась удивительно стойко, оставаясь сосредоточенной и выносливой. Хотя кошки в большинстве случаев справляются самостоятельно, доктор находился рядом в перчатках, готовый вмешаться в любую секунду. Атмосфера была напряженной, но наполненной надеждой. Каждый новый писк приносил облегчение. Когда процесс завершился, на свет появилось 10 котят. Это был необычайно большой и сложный помет. Он отличался не только количеством, но и разнообразием окрасов. Большинство были светлыми и кремовыми. Несколько имели рыжеватый оттенок, а один котенок обладал редким серебристым отливом шерсти, сразу привлекшим внимание. Команда переглядывалась, отмечая необычный окрас и почти равномерное распределение полов: 5 кошечек и 5 котиков. Все выглядело почти как чудо. Но затем произошло то, что заставило всех замереть. Когда котята начали шевелиться и тихо мяукать, один из них оставался неподвижным и беззвучным. Доктор подошел ближе и сосредоточил внимание на крошечном теле. Что-то пошло не так. Слово «мертворожденный» словно повисло в воздухе, хотя никто не решился произнести его вслух. Анна прикрыла рот рукой. Ее глаза наполнились страхом. Но Морец не собирался сдаваться. «Ну же, малыш», — тихо говорил он, осторожно массируя грудную клетку котенка, согревая его и пытаясь запустить дыхание. Луна, только что родившая 9 активных детенышей, была истощена, но внимательна. Она медленно поднялась, подошла и мягко коснулась носом неподвижного котенка. Этот жест был спокойным и уверенным, словно она говорила «Я рядом». В комнате воцарилась абсолютная тишина. Иногда, несмотря на все оборудование и опыт врача,
Именно материнское прикосновение становится решающим. Когда надежда почти угасла, котенок сделал слабый вдох, затем еще один. Луна тут же начала вылизывать его, словно с самого начала знала, что он выживет. Она снова улеглась, окружив своим телом весь помет. Облегчение наполнило помещение, хотя доктор понимал, что вопросы только начинаются. Больше всего удивляло разнообразие окрасов. Сначала все выглядело нормально, но спустя несколько дней Анна позвонила и сообщила, что часть котят уже открыла глаза, тогда как остальные — нет, хотя обычно это происходит примерно в одно и то же время. Доктор предложил привести их на осмотр. Он начал внимательно осматривать каждого по очереди, и первым оказался Марсель с маленьким светлым пятном на груди. Но внимание привлекли глаза. Один был темно-карим, другой — ярко-голубым. Доктор повернулся к Анне и спросил, есть ли еще такие. Она кивнула и указала на второго котенка — Тео. У него были такие же разноцветные глаза, похожие отметины и даже слегка изогнутый хвост. При более тщательном осмотре доктор заметил, что оба поразительно похожи, но белые отметины различались в деталях, словно один и тот же узор повторился с небольшими вариациями. «Так быть не должно», — тихо произнес он, понимая, что даже у идентичных близнецов возможны едва заметные различия, как, например, отпечатки пальцев у людей. Это осознание пробежало холодком по его спине. Он предложил провести ДНК-анализ, и Анна согласилась. Когда результаты пришли, они подтвердили нечто почти беспрецедентное. Марсель и Тео оказались монозиготными, идентичными близнецами, явлением исключительно редким среди кошек. Однако вскоре выяснилось еще одно. Эти двое росли заметно быстрее остальных. Тогда доктор решил провести генетический анализ всего помета. Итоговые результаты раскрыли последнюю тайну. Котята были зачаты в результате суперфекундации, когда в одном помете оказываются детеныши от разных отцов. Анна вспомнила случай, когда во время течки Луна ненадолго выбежала во двор, и все, наконец, сложилось в единую картину. Два отца, два генетически разных набора и одна пара идентичных близнецов. История, которая потрясла даже опытного доктора Морица Хайлера и навсегда осталась в его памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.